Привет, друзья! Сейчас утренний выпуск новостей Германии и Европы. В Берлине заметно активизировались обсуждения вокруг пенсионной реформы. Политические силы внутри черно-красной коалиции показывают разные подходы, что создает трудности для канцлера Фридриха Мерца, а впереди у правительства важное голосование. Одновременно в Германии усиливается политическая дискуссия после заявления министра труда Бärbel-Baas, а реакция немецкого бизнеса и партии оказалась достаточно жесткой по тону. Кроме этого, в Германии звучат новые требования к правительству Фридриха Мерца по развитию транспорта в восточных землях, и столичные власти буквально требуют от него исправить многолетние финансовые дисбалансы. А дальше появились неожиданные новости об энергетике в Германии. Гамбург начинает строительство водородного завода, но не все так просто, и эксперты уже предупреждают о рисках и огромной стоимости нового проекта. Германия делает новый дипломатический шаг в сторону Польши. Речь идет о возвращении части утраченных культурных ценностей, и именно этот жест может запустить куда более чувствительный процесс, о котором в Берлине пока предпочитают говорить осторожно. Но появились и другие настроения в Германии. В ХДС ХСС требуют пересмотреть курс правительства. Политики отмечают, что нынешняя стратегия может привести к нестабильности энергоснабжения зимой и подчеркивают, что у них есть альтернативные предложения по приоритетам в энергетике Германии. Обо всех этих последних событиях коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии на этой неделе обострилась дискуссия вокруг пенсионной реформы. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что уже в эту пятницу ожидает голосования по новому пенсионному пакету. Это решение важно для всей страны. Речь идет о том, чтобы закрепить стабильный уровень пенсии минимум до 2031 года. Однако внутри правящей партии растет напряжение. Несколько депутатов открыто сомневаются, стоит ли поддерживать пакет в нынешнем виде. И главный аргумент состоит в том, внимание, что расходы слишком большие, и в будущем налоговую нагрузку придется перекладывать на молодых работников и бизнес. Мерц, наоборот, настаивает на том, что Германия нуждается в предсказуемой пенсионной системе, особенно на фоне слабой экономики. Он хочет закрыть вопрос уже на этой неделе, чтобы показать, что правительство способно проводить решения, которые ждут миллионы немецких пенсионеров. Интерес заключается и в том, удастся ли коалиции сохранить согласованность и сможет ли Фридрих Мерц заручиться необходимой поддержкой. От результата пятничного голосования зависит не только судьба пенсионного пакета, но и политический вес канцлера в дальнейших реформах. Следующая новость одна из самых важных для Германии. Министр труда Германии Бärbel-Baas, это социал-демократическая партия Германии, СДП, оказалась в центре крупного политического обсуждения. В ходе выступления на съезде молодежного крыла ее партии она заявила, что часть работодателей якобы действует вразрез с интересами работников и назвала их мужчинами в удобных креслах. И добавила также, что с их подходом нужно активно работать. Эти слова вызвали реакцию со стороны деловых ассоциаций. Глава объединений предпринимателей сказал, что такие заявления могут восприниматься как попытка противоставить работодателей и работников, что подобная риторика осложняет взаимодействие бизнеса и государства. Также представители ХДС ХСС и Свободно-демократической партии Германии заявили, что ожидают от министра разъяснений и пересмотра своих формулировок. Они считают, что министр, который публично характеризует бизнес как противоположную сторону, не может представлять интересы как работников, так и работодателей одновременно. Таким образом, вместо спокойного баланса между трудом и бизнесом, Бärbel-Baas оказалась в центре интенсивной политической дискуссии. На фоне экономических трудностей и критики в адрес правительства Фридриха Мерца это событие может усилить осторожность предпринимателей, снизить готовность к инвестициям и повысить общественную чувствительность. Следующая новость связана с обсуждением курса реформ канцлера Фридриха Мерца. Внимание! Берлин требует от правительства Мерца больше транспортных возможностей для Восточной Германии. Правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер заявил, что регион годами недополучал инфраструктурные инвестиции, и теперь это нужно исправить. По его словам, через столичный аэропорт ежедневно выполняется, внимание, всего 8 дальномагистральных рейсов, тогда как во Франкфурте и Мюнхене больше 200. Вегнер считает, что это создает заметное ограничение для жителей восточных земель и для всей экономики.
Политик добивается расширения железнодорожных маршрутов, увеличения числа авиарейсов и ускорения строительства ключевых транспортных проектов. Он напомнил, что Федеральный фонд инфраструктуры располагает деньгами, которые должны идти именно на развитие связи между Востоком и Западом страны. По словам Вегнера, улучшение транспортной сети даст людям больше рабочих мест, упростит поездки и привлечет инвесторов в восточные регионы. Он также подчеркнул, Берлин намерен добиться равных условий для всей страны. Но на этом важное событие дня не заканчивается. В Германии сегодня обсуждают большой энергетический проект. В Гамбурге начали строить новый водородный завод на месте старой угольной станции. Власти называют это шагом к чистой энергетике, но эксперты напоминают, что у проекта есть и значимые вызовы. Завод должен заработать в 2027 году и производить около 10 тысяч тонн водорода в год. Это подается как важный вклад в промышленность страны, однако критики подчеркивают, что водород пока останется дорогим, его производство требует огромного количества электроэнергии, а сама Германия испытывает ее дефицит. Кроме того, промышленность на севере страны сомневается, хватит ли водорода для крупных предприятий. Многие компании уже жалуются, государство строит планы, но не объясняет, как оплатить их реализацию. Есть и политический аспект. Федеральное правительство и канцлер Фридрих Мерц продвигают курс на зеленые технологии, но бизнес опасается, что расходы снова переложат именно на предприятия и обычных потребителей. Если проект окажется нерентабельным, Гамбург может получить не полноценную энергетическую площадку, а затратный экспериментальный объект, который окажется экономически неэффективным. Вопрос в том, сможет ли Германия обеспечить дешевую электроэнергию и стабильные условия для водородного производства. И это только начало. Внимание! Германия возвращает Польше 73 старинных документа, которые были перемещены в период середины 20 века. Среди них это папские грамоты и средневековые акты, которые десятилетиями считались пропавшими. Главная проблема в том, что Варшава много лет указывала Германии, что часть культурных ценностей так и не была возвращена, а переговоры постоянно буксовали. Теперь же Берлин делает шаг навстречу. Министр культуры Германии Вольфрам Ваймер назвал передачу необходимым исправлением прошлых ошибок. Однако польская сторона подчеркивает, что это лишь малая часть того, что должно быть еще возвращено, и продолжает настаивать на ускорении поиска артефактов, которые были утрачены в середине прошлого века. Этот жест важен для отношений двух стран. Варшава хочет полного возвращения культурного наследия, а Берлин стремится показать политическую готовность к сотрудничеству на фоне сложных дискуссий о теме репараций и исторической ответственности. А дальше есть еще важная новость. В Германии лидеры фракций ХДС и ХСС призывают к технологической нейтральности в энергетике. Они предлагают отказаться от доминирования только возобновляемых источников, таких как ветер и солнце, и дать равные возможности атомной энергии, газу и другим технологиям. Причиной такой инициативы в том, что энергоснабжение остается не всегда стабильным. Колебания и поставки электроэнергии показывают, что ставка исключительно на зеленые технологии может создавать уязвимости для экономики. Политики ХДС-ХСС считают, что Германия должна иметь надежную и предсказуемую систему поставок энергии, особенно в зимний период. Проект также подразумевает более тесное сотрудничество с соседними странами, такими как Франция, Польша, для совместного использования разных источников энергии и укрепления энергетической безопасности. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.